Юлечка. А, Юлечка, ты уже пришел? Пришел и спишь? Чтоб не проспать эфир. А это кто у нас принес игрушку? Лаки. Лаки будет слушать распаковку с диванчика. Юлечка будет принимать непосредственное участие. Лаки забралась уже на ручки. Сёма. Сёма, ты покушал? Сёма. Сёма занят, он лежит. Тоже хорошее занятие. Вот это посылка. Добрый день, друзья. Я получила очередную посылку из Краснодара. Ссылку на контакты этого продавца я оставляю в описании под видео. И вы скажете, да сколько же можно распечатывать этих посылок? Да, я затеяла такой огромный проект, наверное, на весь следующий год, но точнее на зимний период. Ведь вы знаете, что ни один продавец, ну почти ни один продавец зимой не получает малышей ни из Азии, ни из Голландии. И самое главное, не отправляет по почте, потому что очень во многих регионах холодно. Ну а какие будут поставки в наших сетевых магазинах, мы тоже предугадать не можем. Поэтому готовимся к зиме заранее. И давайте распакуем сегодня вот эту большую длинную посылку. Здесь будут цветущие орхидеи. Ну и посмотрим, в каком они состоянии ко мне приехали. Все распаковки посылок, обработки этих орхидей собраны в одном плейлисте, где вы можете посмотреть, в каком состоянии я их получила, что я с ними дальше делала и как они у нас будут цвести, восстанавливаться. Все буду рассказывать. Юля не выдержал, ушел. Сём. Сейчас прибегут наши студенты, которые очень любят коробочки и распаковки. Давайте я сразу начну вот с этой орхидеи. Так, это бумажка. Так. Эти достану, пока не распечатываю. Вот с этой большой орхидеи. Вот такая огромная. Как интересно узнать, в каком состоянии она доехала. Ах, еще один. Боже мой, красавица. Но есть проблемы. И большие. Ну что ж. Но думаю, что решаемо. Красавец Биглип. Конечно, похож на Magic Card, но может быть у него есть другое название.
Давайте рассматривать корни, рассматривать проблемы. Ну, досконально не будем, конечно, рассматривать проблемы. Сейчас мы его открываем, смотрим. Так, есть проблемы с листьями. Смотрите, какая черная гниль на листьях. Слом листа. Это механический слом листа, но пошла вот такая чернота на листе. И вот здесь я вижу вот этот нижний лист, есть желтизна от шеи. Биглипы всегда, ну почти всегда, недавно рассказывала о своих биглипах, которые я купила в декабре, и там тоже масса проблем. Если кому интересно, оставляю ссылочки, проходите, смотрите. Но я думаю, что он подлежит восстановлению, потому что корни у него, они не растущие, но они есть. И будем стараться восстановить этот великолепный биглип. Следующая орхидея и тоже цветущая. Ричи, а давай ты не будешь нам мешать, а? Тебя что-то не устраивает? Что, с тобой никто не играет? Ну подожди немножко. Мы обязательно с тобой поиграем. Так, сидеть и не мешать. Не мешать нельзя. Следующая цветущая орхидея – это бежевая фабрика. Это парфюмерная фабрика. Ай-яй-яй-яй-яй. Кто же нам так мешает? Так, это они там с Лаки что-то делают? Это его Лаки не пускает на диван. А он хочет на диванчик. Поэтому Ты мужчина, тебе придется... принес игрушку, а Лаки не играет. Не хочет нас с тобой играть. Первый раз вижу на листике знак духов. Как интересно. Так, что нам здесь пишут? Фирма Калибри, Орхидс. Вот, это скорее название садовника. Давайте смотреть корни. Не так важна нам эта оплетка на стакане. Фабрика Сеншин. На горшочке название. Так, ну здесь все более или менее в лучшем состоянии. Фабрики сами по себе бывают очень капризные. Но пока видимых проблем я не вижу. Конечно, запаха после такой пересылки и аромата от нее нет. Ей нужно постоять в светлом месте для того, чтобы появился у фабрики аромат. Так. Следующая орхидея.
Ой-ой-ой. Осыпаются бутончики. Ну так и должно было быть. Это тоже парфюмерная фабрика, но это бабочка. Давайте скорее смотреть, что в горшке. Какие корни в горшке. Не забывайте, что при пересылке именно цветущих орхидей мы всегда рискуем получить такую орхидею со сброшенными бутонами. Они сами по себе очень нежные и ранимые, эти фабрики. А еще и темнота, а еще и сухость. Например, сейчас у нас на улице в тени 35 градусов. В Краснодаре не меньше. Посылка шла всего сутки. И все равно вот такой эффект. Но я вам уже показывала орхидеи, которые ко мне приходили цветущие. За неделю они, правда, сбрасывают почти все свои цветы. Но нам главное даже не цветы в этом случае. Нам главное корни, состояние листьев. Цветы всегда можно восстановить. Вернее, не эти цветы можно восстановить, а можно дождаться следующего цветения. И самое главное, что оно будет именно такое. Это будет бабочка. Названия на ней нет. Вернее, конечно, у нее есть название, но здесь стоит только цифровой код. И еще две маленьких орхидейки. Я вам их сразу покажу, а когда буду показывать, как я их буду обрабатывать, я расскажу, что это за орхидеи. Это две грандифлоры. И они пришли ко мне. Да я и заказывала их также в торфяных стаканах. Вот именно работу с торфяными стаканами я вам и хотела показать. Как восстанавливать орхидеи, когда вы их получили вот в таких крохотных торфяных стаканчиках. Здесь написано одно название и второе название. Это не только торфяные стаканы, это именно еще и размер 1,7. Много раз рассказывала вам, что такое 1,7. Это вот здесь нет просто стаканчика. Это размер посадки орхидеи, диаметр в дюймах 1,7 дюйма. И, соответственно, этому размеру орхидеи тоже небольшие. Вот такую посылку я получила. Теперь будем заниматься в первую очередь вот этими орхидеями. И в следующем видео я покажу, как я их буду восстанавливать. У этой лучший тургор, у этой тургор немножко потерян. И какую посадку, может быть разную, мы сделаем для этих орхидей. Если вам интересно продолжение истории об этих орхидеях, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, вам будут приходить оповещения о новых видео, вышедших на канале, и вы обязательно узнаете, как можно посадить такие маленькие орхидеи в торфяных стаканах. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!